Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог, так что кому интересно такого рода видео, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я сейчас, пока у меня монтировалось видео, потихоньку раскрашивала цветовой квест города, добавила еще зеленых цветов, там вот этот фиолетовый, синий. Добавила Ашан с птичкой двусторонние и мазали, браш-пены. Ну, они, как известно, тоже двусторонние. Так вот понемножку пораскрашивала, посидела. Ну, как я уже говорила, я не заморачиваюсь по поводу подбора цветов прям досконального, потому что здесь пиксели и так сойдет. Так чисто отдыхалочка. Сейчас я хочу пораскрашивать в птичках певчих зендудлы. Она у меня не по плану. И несмотря на то, что она такая дешевая и простая, мне нравится. Хотя я раскрашиваю в ней не часто, вот как-то. Я здесь вот эту иллюстрацию раскрашивала, может быть, пару месяцев назад. И начинала я ее, по-моему, мы вместе с Мариной, канал Маринины раскраски, как-то красили. Вот такую иллюстрацию. Давно было дело, ну, не больше года назад. Ну и мне нравится эта раскраска чем? У нее такая бумага не чисто белая, она шершавая. Для фломастеров она, конечно, совсем не подойдет, как мы видим, даже с той стороны все просвечивает. Но она шикарно подходит под карандаши. Здесь многие карандаши отлично ложатся. Сейчас я покажу, что я себе выбрала. Вот эта серия мне не очень нравится, точнее, совсем не нравится. В этой тоже особо, хотя у меня и здесь есть раскраски из этой серии. Но вот, пожалуй, вот эта мне серия нравится значительно больше, именно потому что, вот я говорю, бумага хорошая. Иллюстрации везде стоковые, но, во-первых, здесь больше таких хороших, приятных иллюстраций, которые, ну, знаете, есть что пораскрашивать. И, конечно, вот можно хотя бы карандаши использовать, потому что вот в этих вариантах и бумага отвратительная, и получается, что карандашами не очень, фломастерами еще хуже. В общем, выбрала я себе вот эту. Я не знаю, что тут за птица, будет она у меня яркая. Вот. Что-нибудь сейчас подберу, какие-то цвета, карандаши, и вернусь к вам, покажу процесс. Тоже будет и на фоне сухая пастель. Вот, ну, как-то так. У меня тут рядом моя кружка любимая. Тут сделала себе сироп, развела с водой и лимонной кислоты добавила. В общем, сироп у меня Blue Curacao. Ну и в моих любимых цветах кружка. Сегодня уже другой день. Я просто вчера сразу спать легла, ничего не раскрашивала. Сегодня покажу процесс. А сейчас я вот цветовой квест города буду раскрашивать. И делаю ванночку массажную для ног со всякими приколюшками. Вот, на балконе. Ну что ж, и обещанный процесс раскрашивания. Я взяла Faber-Castell, вот этот детский замок. Я подумала, что здесь бумага-то шершавая, и любые карандаши в теории должны ложиться хорошо. По крайней мере, проблем тут не возникало. Но я вообще не помню, пробовала я здесь или нет, потому что раскрашиваю я много, как минимум по 60 иллюстраций в месяц. И, честно, вот упомнить все невозможно. Ну, если, вот, знаете, по моим ощущениям, как-то не особо они и тут ложатся. Но я думаю, что теперь я уже точно запомню, что только мандалы ими раскрашивать, без всяких наслаиваний. Вот. Потому что тут уже прям, может быть, даже сделать, знаете, стикер здесь и написать, чем именно я раскрашивала. Таким образом, уже точно не забуду, что ими прям вот только-только мандалы.
Они просто реально не очень хорошо наслаиваются, не очень хорошо отдают пигмент. Ну, по крайней мере, некомфортно ими пользоваться. Ну, а так птичка у меня будет яркой. Сейчас я именно этого хочу. И я не знаю, я бы даже, наверное, петуха сейчас раскрасила вот так вот. Неважно. Главное, или воробья. Ну, а почему надо себе отказывать в удовольствии? Я ж нереальную птичку так разукрасила. Вот. Мне вообще нравится такой процесс, когда, знаете, так берешь по ходу раскрашивания какие-то карандаши, какие-то идеи приходят в голову. Мне это очень нравится, и сейчас это вообще то, что прям нужно. Вот. Ну, а сама раскраска, конечно, кайфовая. Как ни странно оказалось. Не, ну вроде и получается так забавненько. Веселенько. Ну, а здесь пусть будет голубой и желтый. Это все сочетается, дает дополнительный оттенок. Немножко еще потемней, посветлее желтый. Так что да. Надо и другие раскраски из этой серии стараться задействовать чаще. Не должны такие классные раскраски просто так лежать. Вот так получилось. На фон я использовала петербургскую сухую пастель. Здесь я пастель не добавляла, точнее, самую-самую светлую. И по контуру гелевую ручку из Fix Price серебряную с ультраблеском. Она, кстати, конечно, классно блестит. Прям вообще нравится. Ну, здесь я немножко, самую малость, черный карандаш использовала. Прям вот минимально. Вот получилась такая иллюстрация. С обратной стороны, разве что только продавилась так карандашом. Но это чувствовалось вот именно в этом месте. Как-то я так, усиленно надавливала. Ну что ж, здесь 3 теперь иллюстрации раскрашено, чему я, конечно, рада. Хорошая раскраска, потихоньку буду красить в ней. Ну, а сейчас я вот котики Мурмур терапия достала. Она у меня по плану каждый месяц. И в этот раз я решила пораскрашивать лапки. В общем-то, иллюстрация простая. Но в любом случае ее нужно как-то раскрашивать. Вот сейчас я этим займусь. Пока еще не решила, какого цвета будут. Сейчас подумаю. Вернусь к вам и покажу процесс. Выбрала розовые полихромусы. Просто я думала, какого цвета будут эти самые лапки. И мне все-таки захотелось розовым, что-нибудь такое. А эти цвета обычно вот в недорогих карандашах как-то мне не совсем нравятся. Поэтому взяла вот эти. А вот детские, кстати, Faber-Castell, я очень надеялась, что на этой бумаге хотя бы они будут хорошо ложиться. Но нет, не нравится. Даже интересно, какие в итоге получатся лапки. По цвету-то понятно, но все-таки интересно, как оно реально будет. На самом деле все будет простенько, но... В общем, главное – антистресс.
что-то как-то, я не знаю, почему-то вроде вот эти карандаши, они хорошие, мне нравится это сочетание, и везде как-то раскрашивалось хорошо, а тут что-то как-то не идет. Ну, по ощущениям. Ну, может быть, это я просто как бы на камеру крашу, не совсем удобно сижу. Ну, тогда, в принципе, все это за кадром подправлю, и не проблема. Может, просто день такой, настроение. Хотя я соскучилась по раскрашиванию и с огромным сейчас удовольствием и видео снимаю, и вообще сам процесс доставляет радость. Казалось бы, 2,5 дня отдыхала от раскрасок и успела соскучиться. Это уже как бы и привычка, и вообще как-то это хобби меня сильно зацепило в 2015 году. Поэтому я уже настолько привыкла раскрашивать, что реально не могу. Мне уже на второй день хотелось красить, но просто не было времени. Вроде как двигается дело. Раскрасила. А вот так получилось. Просто, естественно. После я прошлась одним блендером, потом другим, потом салфеткой, как водится. И вот черным карандашом. Я использую всегда Kohinoor Gioconda Silky Black номер 1. Он мне очень нравится. Он такой мягкий, классный. Вот. Замечательный карандаш. Вот еще одна иллюстрация раскрашена. Это, конечно, сюда тоже подкладывать пергамент, что-нибудь такое. Но, честно говоря, так ленивый. Я так не люблю, когда вот какие-то тут лишние листы лежат. Вообще, конечно, надо. Вот. Фон, я думаю, здесь делать будет лишним. Никакого смысла нет. Конечно, там, если, допустим, я бы умела шерсть прорисовывать, можно было бы сделать типа такой эффект шерстки, наверное. И так нормально. Может быть, когда-нибудь и котейку раскрашу. По идее, получился бы разворот, и, в общем-то, здесь бы раскрасить. Можно тогда уже смело будет, если что, даже подклеить раскраску. Вот здесь, кстати, есть еще один плюс у бумаги. Очень хорошо все стирается здесь. Вот карандаш. Я немножко зашла за контур, и было очень-очень легко стирать. В цветовом квесте города я, немножко пораскрашивала, тоже позаполняла. Вот как-то так у меня сегодня день проходит. В общем-то, хорошо проходит. А это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения и вдохновения. До скорой встречи, пока-пока.